Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыв это видео. Таро-расклад что ждет? Как разрешится ваш вопрос? Как решится ваша проблема? Возможно, как вы найдете выход из тупика и что это будет для вас означать до конца октября? И кто-то спросит, а почему это у меня только до конца октября что-то решится? Вот смотрите, сразу карта переворачивается, да? Девятка чаш. И именно в этой колоде у нас сегодня колода «Колесо года», цикличность, да, нашей жизни. Ну вот это к слову, почему такой странный срок, а я еще должна сказать, я именно беру период ретроградного Плутона. И у нас сейчас май, 6 мая, именно Плутон ушел в ретро, в обратное движение, и это всегда повторение какой-то забытой истории или не забытой. Тут, скорее всего, наши глубинные желания, наши внутренние страхи, они поднимаются на поверхность вместе с каким-то очень важным ключевым вопросом. И карта переворачивается, это изобилие, процветание, это счастье. Именно в этой колоде вся семья, да, нам в сборе как будто, Божья коровка как помощь высших сил. Именно когда внутреннее чувство наполненности, порядок, стабильность, определенность. Но у нас сейчас такое время. Тысячи неопределенностей, мои дорогие. И вот хочется, я недавно получила комментарий, но когда же это все закончится? Так хочется покоя, стабильности, так хочется счастья, уюта, тепла, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Ну, длинный был комментарий, такой как крик души. Я думаю, у многих из вас это вот как раз все те моменты перечислены, которые, ну, это как больная мозоль. Может быть и так. А ведь на самом-то деле, ну, мы с вами живем в такую эпоху перемены, планетарные транзиты. Помимо того, как обстоятельства, которые вокруг нас существуют, они ведь нам не дают эту возможность. Вот как бы ни странно, да, не звучало. Обычно я с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Но, наверное, наша основная задача – научиться плавать. Причем научиться плавать, если мы берем колоду Таро, кубки – это у нас жизнь личная, да, как-то вот выстраивать по-новому. Если мы берем мечи, это символы интеллекта, значит, как-то организовать свою жизнь, может быть, в плане документов. И если мы говорим о жезлах, это внутренний огонь, куда мы его применим. Это где-то наш импульс, на что мы его или во что мы его как направим. Ну и пентакли – это само по себе благополучие. Поэтому вот в центре, вот у кого-то из вас сейчас, такой, знаете, комплекс вопросов, к чему я все веду, да, как объединить необъединимое на сегодняшний момент. Это изменение в жизни людей, которые оказывают, тем не менее, при взаимодействии с вами влияние и на вас, или еще какие-то обстоятельства. И хоть у нас ретро-Плутон до середины октября, но мы возьмем до конца октября. Что происходит? Что идет в вашу жизнь? К чему, по сути, приготовиться? И что же ждет впереди? Как решится ваш вопрос? И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Но давайте мы с вами узнаем, кто же пришел на сегодняшний расклад и что нам хотят сказать карты о вас. Слушайте, сидела, перемешивала, наверное, ну, несколько секунд, это точно. И тем не менее, вот карты живут своей жизнью. Нам снова выпадает девятка чаш. Это центр ваших интересов. И вот смотрите, эта карта в этой колоде называется «Падающая звезда». Это сами по себе возможности. По этой карте это мы, ну, как наполняемся верой. Верой в то, что мы можем многое сами изменить. Это, знаете, и поиск нового начала. Поиск, конечно, решения вашего вопроса. Это и наблюдение, где-то и ожидание идет по этой карте. Но это не долгое ожидание, которое как топтание на месте. Нет, тут скорее будет наша какая-то остановка, которую мы можем сделать, словно остановиться на полдороги, потому что нужно что-то переосмыслить, передумать, что еще в вашей жизни. И вот, кстати, правосудие мы говорим, да, аркан, старший аркан, всегда подразумевается, что какой-то должен быть найден баланс. Может быть, как новая организация жизни вам предстоит. Но причина и следствие, поэтому какие-то вопросы, нерешенные темы из прошлого на сегодняшний день оказывают влияние на вас.
И вы знаете, может быть, вы раньше думали, что почему ко мне так судьба несправедлива. Но я могу сказать, эти мысли, они постепенно, либо они уже где-то в вас трансформируются, либо сейчас, действительно, как минимум до конца октября, какой-то вопрос ваш должен быть окончательно прояснен. Что происходит сейчас? А вот смотрите, ничего, по сути дела, не происходит. Пауза, остановка. Может быть, я допускаю, для кого-то из вас очень много вопросов, которые связаны даже с оформлением документов или с какими-то, ведь иногда мы говорим карта кармы, карта судьбы. Вот вы оказались при стечении обстоятельств, или ваша жизнь, может быть, предыдущие годы очень изменилась. Вы поехали туда, куда не собирались. Вам пришлось заниматься тем, чем вы тоже не занимались. Жизнь изменилась, но вот теперь, видимо, ну вот говорят, как воздастся, да? И по этой карте, если мы говорим причины и следствия, то если мы что-то сделали хорошо, то вот теперь жизнь нам помогает, выравнивает. И пусть это хорошо, о чем вы даже забыли. Но Вселенная будет вам сейчас где-то помогать организовать свою жизнь или перейти как в новое состояние, состояние души. Ведь иногда четверка, чаша – это как апатия. А в этой колоде бесконечный дождь. Чтобы закончился этот бесконечный дождь. Но я должна сказать, что иногда этой ошибки, которые, может быть, мы совершили, и нам теперь будет давать судьба возможность что-то исправить. Но что же происходит в жизни прямо сейчас? И нам выпадает двойка мечей. Выбор, мои дорогие, причем тот выбор, который очень сложный. Между чем и чем, хочется спросить. Не говорит нам карта. Единственный выбор, может быть, вот так стоит глобально, обратите внимание. Да, иногда это мы называем карта конфликта, но все же двойка мечей. И нам показаны двое, которые спорят. Причем очень интересно изображены. В одной плоскости или в одной местности находятся люди, или как в одной упряжке, в одной повозке. И, по сути дела, делят вот этот каштан, а там делить-то нечего. Тут нужно как-то договориться, потому что, ну, все одинаково. Либо в одном болоте, будем говорить, я надеюсь, вы понимаете мой сленг, либо все одинаково где-то увязли в прежних мыслях или увязли в прошлом. Вот сейчас наступает время определиться, время принятия важных решений. Но опять же не спешите, потому что тут нельзя что-то сделать, понимаете, мы можем думать, что ну все, я разобрался с этим вопросом. И может быть вот тот подход, который вы к решению вашего вопроса или проблемы для себя продумали, тут опять же что-то изменится. Насколько у нас хватит сил вот как будто оторваться от этого окна, созерцания вот этого дождя и приступить к последующим действиям. Насколько это действие старшего аркана. И колесо фортуны нам говорит о том, что в вашей жизни вот-вот что-то будет меняться. В вашей жизни и по старшему аркану это будут обстоятельства. Или, опять же, через людей, которые в вашу жизнь приносят, ну, какие-то новости. Вы сами должны как будто делать выводы по тому, что происходит вокруг вас. Здесь в первую очередь, вот как будто спор какой-то бесполезен. Если мы будем, ну, как пытаться кому-то что-то доказывать, или мы будем пытаться какую-то тему, в котором мы себя считаем по аркану правосудия абсолютно правыми, и может быть даже оно так и есть, но все же нам карта ведь колеса фортуны говорит, что вот это все не имеет значения. И даже, может быть, в том формате, как вы видите свое благополучие, вот именно сейчас, или как вы представляете, а это тоже будет как-то по-другому. Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Вы стоите на пороге перемен. И нам показан человек, который способен заботиться. Человек, который хочет построить семью. Человек тот, который хочет быть в паре, скорее всего. Или уже вы, может быть, человек семейный. Здесь не, ну, может быть, тут по рыцарю мечей бунтарь без причины, да, в некоторых колодах так вот это написано. И иногда по этой карте это решимость, мои дорогие. Но, видимо, больше мы рассматриваем именно колесо года. Вот вам нужно на что-то решиться. Решиться, причем, скорее всего, совсем скоро, или вы уже услышали какую-то новость. Вполне вероятно, вы столкнулись с каким-то человеком, который вам или эту новость принес, или, ну, вы
может быть, обдумываете один из вариантов, как вы будете поступать. Но я тогда скажу, то, что вы, скорее всего, узнали, услышали совсем недавно, оно не вписывается в ваше понимание или представление о благополучии. Здесь нет гарантий, здесь есть только действия. Вполне вероятно, вы услышали то, когда от вас ждут каких-то действий. Что в вашей жизни прямо сейчас? Кто вы? Зависшая история. Тот вопрос, который, ну вот посмотрите, пауза. У кого-то пауза по финансам. У кого-то как раз, увы, как будто поставили на паузу жизнь. И, может быть, сейчас много работаете, пытаясь решить финансовый вопрос. Потому что для кого-то именно как точка нового отчета это приход сам по себе денег, либо какая-то назначенная сумма. Может быть, вы хотите решить вопрос по месту пребывания. Может быть, жилищный имеется в виду купля-продажа или куда-то перемещение планируемое. Или вам нужно что-то вот именно по дому или по тому месту, где вы будете себя чувствовать в безопасности, принять какое-то важное решение. Вот именно вопрос может складываться. Вот вам сейчас нужен именно фундамент. И вы где-то, сконцентрировав свои силы, пытаетесь как закончить день сурка, так и хочется сказать по этой карте, и одновременно какую-то зависимую историю. Нам карты говорят, ну вот, наверное, хочется сказать, это как Уран в Близнецах, и одновременно, когда он, ведь совсем недавно у нас Уран был в знаке Телец, долгие 7 лет. И сейчас Уран переходит во второй дом Тельца, и это тема финансов. Пусть это меня смотрят и не близнецы, и не тельцы, но каким-то образом вот именно вот эта конфигурация. Потому что и ретро-Плутон, если мы говорим, могут чувствовать наиболее так остро этот период, как раз тельцы, могут чувствовать скорпионы и водолеи. Ну, поэтому не привязываемся мы к знакам зодиака, но определенно какая-то ваша тема и задумка, она будет увязываться именно с финансовым благополучием, со стабильностью, ну и понятно, вопросы дома или вопросы семьи. Нам показана королева мечей. И я так больше думаю, что это, скорее всего, ваша сигнификация на данный момент. Нам показан сильный человек, тот, который прошел очень сложный путь, и в своей жизни, видимо, вас так судьба подвела к тому знаменателю, когда нужно быть готовым именно что-то осуществить самому. Возможно, вы сейчас внутренне уже себя, ну так даже чувствуете, я готов к какому-то, ну как важному шагу, а может быть и прыжку такому своеобразному, да, когда я готов или готова что-то изменить кардинально, поступить так, как не поступала никогда. Мужчина, перекладывайте на себя. О чем вы думаете? Что что-то завершается в вашей жизни? Или уже завершилось? Нам показан человек-реалист. Вы хотите завершить? Следующая карта. Где-то часть иллюзии, хоть и называют карта вора, карта обмана. Вы хотите завершить, вычистить собственное пространство, может быть, как и от некоторых персон, на кого вы не можете положиться, а вполне вероятно, вы сейчас сами находитесь в таком сложном положении, невзирая на то, что ваши помыслы чисты, ваши желания и настрой, самое главное, такой, знаете, как воин в душе. Вы настроили себя на то, что не придет все вот само, да, никто нам звезды в ладони не насыпет, придется что-то преодолевать. И, наверное, основная тема на данный момент, на кого я могу рассчитывать. Потому что было очень много поражений. Или когда именно из-за того, что вы на кого-то рассчитывали, вы на сегодняшний день оказались в этом дне сурка или в какой-то зависимой ситуации. Поэтому я тут вижу, вы пытаетесь обрести независимость. И вполне вероятно, не хочется даже замечтаться. Посмотрите, добрая карта «Рыцарь чаш». Ведь это хорошее настроение. Это человек, который вам буквально может передавать какие-то добрые эмоции, ну, по крайней мере, эмоции, чувства, разговоры или какие-то обещания. Вот по этой карте обещания тоже идут. Но вы уже не верите. Вот в вашей жизни произошел какой-то очень сильный надлом в вашей душе, который вас как личность изменил.
Может быть, как раз и был у кого-то обман, предательство или какая-то сложная проблема в вашей жизни, которая для вас как гром среди ясного неба. Или когда все ваши планы в один момент рухнули. И поэтому, видимо, ну то, что вы уже прошли, было вам совершенно необходимо, потому что карты говорят, что и правда, вот средний ряд, что сейчас предстоит пройти какой-то путь, чтобы обрести вот эту самую независимость. Но я должна сказать, высшие силы вам помогают. Ну и какой-то путь по королеве мечей придется пройти в одиночку. И неизбежно вы будете как, ну, может быть, вот вашу мечту или то, что вы хотите осуществить, это будет отшлифовано многократно еще. Потому что будет то, что, ну, вы понимаете, будете понимать, по крайней мере, до конца октября, что, ну, не жизнеспособно. И, знаете, мы не испытываем уже по части, если прежде, допустим, это были волнения, именно из-за того, что, ну, не пошло ровно так, как мы этого хотели, то здесь это уже где-то сейчас вас, может быть, в глубине вашей души, на уровне мудрых подсказок вашей души или, ну, назовите подсознанием, интуицией, вы уже чувствуете, что, ну, нет, мне все-таки придется от некоторых постулатов, некоторых направлений, как отказаться, потому что, ну, этого мне будет что-то продолжено. Но на сегодняшний день вы еще предполагаете, что в какой-то мере, на какой-то процент вам это может быть полезно, поэтому человек-реалист от начала до конца, который поставил себе задачу выйти из, может быть, каких-то ситуаций, которые вас как сдерживают, или из какого-то замкнутого пространства, когда вы не можете что-то предпринять, изменить свою жизнь, уйти вот от этих разочарований или словно из какого-то капкана наконец-таки выбраться. Непростая сигнификация, но, видимо, вопросы мы с вами поставили такие, да, до конца октября, что изменится в вашей жизни. И поэтому я складываю, кому подходит эта сигнификация. Идем с вами дальше. Что идет в вашу жизнь? Что идет в вашу жизнь? С какими событиями? С какими людьми, возможно, вы столкнетесь? Давайте узнаем. Что идет на ваш порог? Идет радость, тем не менее. Какое-то радостное известие. Ну вот у нас снова выпадает аркан правосудия, и поэтому мы будем характеризовать так. То, о чем вы думаете, совсем скоро вы получите две новости. Причем одна новость, правда, у нас выпадали ведь эти карты. Что-то вас будет радовать, и что-то с другой стороны. Оно не будет вас, ну, как-то расстраивать, нет. Но, скорее всего, вы будете это переосмыслять. То есть какая-то новость может быть или колючей, или она заставляет вас что-то проанализировать, найти правду. Иногда ведь это искатель правды. Вот именно мы сами ищем правду, истинную мы ее находим. И с одной стороны, как доверяй, но проверяй, да? Вот у нас что-то такое. Причем это по судьбе. У вас могут сложиться необходимые, как будто ваши действия по части, когда необходима консультация, возможно, юриста-адвоката. Или пусть это будут какие-то лица должностные, которые тоже призваны нам прояснить, на каком свете мы находимся. Или для того, чтобы мы осуществили какую-то тему, решили вопрос, как работает в отношении нас закон. И посмотрите, тройка мечей. Здесь придется, и всегда это карта будущего, любая тройка, но мудрые решения. И, кстати, следом королева Пентаклей. Именно в этой колоде три меча. Они как углублены в землю, и на рукоятке сидят три птицы, которые символизируют мудрость. Ворон в центре, филин и сова. Поэтому какие-то три мудрых решения, вот глядя на эту карту, вам предстоит делать. В конечном итоге мы можем даже вот эти три карты расценивать как по закону. А то, что доставляет добрые эмоции, или то, что вас радует, могу ли, это вы можете себе задавать такую вопрос или тему, могу ли я этому доверять, могу ли я доверять этому человеку. И одновременно есть то, что вы должны именно сделать для самих себя, для собственного благополучия, для, может быть, лучшей организации. Переложить какую-то информацию на основу того,
что по законам или по какому-то регламенту осуществимо, а что нет. Разделить, по сути дела, реальность и иллюзия или праздник, пусть это добрые эмоции. Но вот время наступает мудрых решений. Но тут я могу сказать, что та история, которая была как раз со знаком минус, она у вас начнет развиваться. Причем развиваться через какое-то время и еще быстрее. То есть вы сначала получаете новость, которая вас так в задумчивость может погрузить вас, но следом придет еще одна какая-то новость. Либо это новость, либо конкретный документ, который вы будете или изготавливать, или вы будете куда-то писать запрос. Но тогда ответ вы получите, мои дорогие. Кто-то, может быть, уже сейчас, да, готовит пакет, может быть, документов. Иногда по восьмерке жезлов именно вот как нам несет сокол в лапах какой-то конверт, как свиток. Это неожиданная новость, это неожиданное какое-то известие. И человек нам показан, который, ну, так вот очень удивлен. То есть это какая-то совершенно новое известие или то, о чем вы не думали. Или это будет где-то граничить с тем, что, может быть, это в средствах массовой информации полученная новость, которая вас может удивить. Это внезапные события, это движение по этой карте, это еще иногда я называю как карта доброй трансформации, когда мы не должны терять времени и буквально включиться в какую-то тему или вопрос. Будьте готовы, мои дорогие, мы ведь спросили, что идет в вашу жизнь. Вот как минимум 2 известия. Я допускаю, что первые 3 карты, первый триплет, это будет связано именно либо с человеком, либо начинается, ну, с каких-то приятностей. Что-то вас, тем не менее, радует. Но есть и то, что говорят вам увидеть именно где-то отстраненно. Или несколько уточнить, разобраться, не принять на 100% как на веру, а вот для себя использовать какой-то подходящий момент, может быть, для того, чтобы прояснить, например, да, каким образом вы можете этим воспользоваться или каким образом вам конкретный человек будет полезен. И далее вы не теряете бдительность, потому что по королеве Пентаклей, и у нас первая карта, помните, по сигнификации была 9 кубков, мы говорили дом, личная жизнь, вопросы где-то и денег, благополучия, изобилия, процветания. Может быть, как такового и нет, да, с учетом тройки мечей. Пока еще до отстроенного изобилия или, будем говорить, самой по себе даже стабильности. Это еще придется вам только, ну, как будто совершить. Но тогда вот все равно, вот по части то, что вы хотите построить, создать, совершить, или потому, как вы, может быть, видите продолжение личной жизни, вопросов, здесь тоже каким-то образом вы получаете известие, или это касается напрямую именно финансовой сферы, или вашей личной, возможно, жизни, когда вам придется действовать. Потому что восьмерка жезлов будет говорить о том, что не упусти время, что идет в вашу жизнь. Что еще идет в вашу жизнь? Хорошо, вот эти 2 известия. А что идет с этими известиями? Карта искаженного восприятия и туз пентаклей. Смотрите, идет шанс, который вы будете, даже можете его не видеть. С одной стороны башня. И по башне это у нас, конечно, всегда трансформация. Мы этого не хотим. Значит, вот посмотрите, дает судьба какую-то возможность. Как будто у нас есть, может быть, подходящий момент. Или какой-то момент, который сам по себе по срокам, он небольшой. Мы не можем сесть и думать. Не случайно карта скорости. Ведь по карте башня есть такое успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Мои дорогие, вот эта информация, видимо, приготовьтесь к тому, что в вашей жизни будет вообще, в принципе, информационный какой-то поток. 1, 2 и еще и 3. Но тут уже нужно будет действовать. Как действовать, может быть, и я, кстати, не исключаю. У вас как какая-то многозадачность или многоходовочка, назовем, вам предстоит в ближайшее время. И это будет связано с тем, что вот тут нельзя отказаться, потому что тут именно вопросы вашего, как я сказала, благополучия. И далее у нас выпадает туз пентаклей. Опять же, известие, новость, активность. Но, с одной стороны, нам ведь может показаться, потому что тут вот такой дуплет, с учетом даже тройки мечей, нам может показаться, что что-то выравнивается.
Как будто наоборот, вот у нас сейчас что-то стабилизируется. И, может быть, будет сложность именно в том, что нам кажется, ну нет, я боюсь уже, может быть, какое-то даже равновесие, как будто потерять. И это именно будет означать искаженное восприятие, мои дорогие. Для кого-то из вас это может быть какая-то финансовая выгода конкретно. По этой карте это может быть, знаете, как жизненная активность, это ваша бодрость, физические силы. Где-то вы будете действительно довольны чем-то. Вам как будто, может быть, в этом экзамен, вам будет именно жалко что-то терять, упустить. А тем не менее, это все-таки карта искаженного восприятия. А карта башня говорит, не упусти момент. Как я уже сказала, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вполне вероятно, какое-то время вы еще, может быть, как обдумываете, решусь, не решусь. Принимать это предложение, может быть, да, мы ж не знаем, тут мы все разные. Или соглашаться мне, пробовать ли мне, может быть, даже да, какой-то новый путь. Или отправиться ли мне куда-то, потому что иногда по аркану башни мы именно как будто должны переместиться. И это называется сожженное дерево здесь. Как, знаете, какой-то цикл уже заканчивается. И иногда эта карта, мы ее трактуем как опасность, мои дорогие. Поэтому, что в вашей жизни произойдет, вы можете чувствовать вот именно опасность. И где-то, несмотря на то, что не хочется что-то оставлять, не хочется вот когда именно ощущение, что ну вот вроде бы что-то только начинает стабилизироваться, а на самом деле нет. Это просто не более чем шанс, временная передышка для того, чтобы ну вот впустить в свою жизнь резкие изменения. Мы их отменить не можем. Это связано с тем, что происходит опять же вокруг вас. Я уже не один раз сказала, будьте внимательны к тому, что происходит именно как в ваших обстоятельствах жизни или в событиях, которые, ну, может быть, происходят даже там, где вы проживаете, или это люди, опять же. На кону, опять же, ваше изобилие процветания. Десятка жезлов. Вам как нужно трансформировать, ух ты, на кону ваше солнце. Насколько ты решишься, вот смотрите, совсем, может быть, в ближайшее время, но уж точно до конца октября вы решите какую-то тему. И если небеса нам подсказывают, и сейчас, может быть, вот кто открыл расклад мая, подсказывает, ты пока не торопись вот окончательный вердикт выносить. В течение лета ты разберешься, по крайней мере, к концу октября, для кого-то так по сроку будет совпадать, вы примете окончательное решение, но, видимо, это все еще 150 раз так все обрастет какими-то новостями и событиями вокруг вас, когда траектория для вас, она тоже будет прояснена. Но тем не менее мы сами тут тоже не сидим, не бездействуем. У вас это дорога к солнцу. Поэтому до конца октября у вас, как знаете, путешествие по жизни, которое будет включать в себя 6-8 месяцев. Это не ближайшие дни. Вот эти, может быть, до конца октября, вот эти сроки сдвигаются и еще на полгода. Будьте к этому готовы. Может быть, с заходом на 2027 год вы отстраиваете собственное солнце. Выбираете только, мои дорогие, правильное направление. Но еще это карта ясности. Это карта силы, где-то вашей внутренней силы, ваших возможностей, которые, как вам выше силы тоже помогают, да, или складывается для вас тут что-то неплохо. Но самые первые шаги, они могут казаться сложными именно потому, что внутренние страхи где-то нас ограничивают. Или, может быть, как по башне, вам придется поехать, как я говорила, куда вы не собирались, или рассматривать для себя какие-то виды деятельности, или даже виды взаимодействия с определенными людьми, когда, ну вот по-другому, как будто у меня и вариантов нет, но я еще это другое не исследовал, или я об этом не знаю. И для кого-то из вас десятка жезлов, у вас хватит сил, как будто вот как у этих героев, донести арбузы до определенной точки, а эта точка не что-нибудь, а карта Солнца. В конечном итоге это может быть даже где-то пошагово, по крупицам. Из тысячи неопределенностей вы все равно складываете какой-то узор.
Но это ведь никогда мы успокоились. Нет, ни разу. Я не могу сказать, что сели, так вот рассупонились, расслабились, и теперь что-то вернется на круги своя. Сожженное дерево. Завершение цикла. Помните об этом. Ну вот задумка Творца, как трансформация, которую вы сейчас проживаете. Ладно, что же будет дальше? К чему приготовиться? Что будет дальше? К чему приготовиться? Верховная жрица, карта тайны, интуиции и того, что мы, хотим решить тот вопрос, который, по сути дела, мы не видим на сегодняшний момент какого-то решения. Поэтому, смотрите, вроде что-то прояснилось. А следом опять, какая-то может быть и путаница. Или вы оказываетесь в том месте, когда вы не знаете, как поступить. Для кого-то это будет совершенно действительно, может быть, новое место, место вашего проживания, новый коллектив по работе. Или какие-то обстоятельства работы, новые приказы, например. Или пусть это у вас личное дело или вообще вопросы работы, вот тут тоже будет что-то меняться. Вам, скорее всего, придется продумывать какую-то свою стратегию, тактику, как действовать. Действовать, где-то и хитро, и мудро. Но мудрость, конечно, в первую очередь и интуиция. Поступать совершенно не так, как от вас, может быть, ждут люди, которые вас хорошо знают. Вам придется хранить молчание, буквально, о себе много не рассказывать, и тем более о том, что вы намереваетесь делать. Возможно, какой-то человек будет в вашей жизни, точно. Может быть, это произойдет какая-то очень важная встреча. И хоть у нас выпадает аркан влюбленный, мы можем сказать, это у кого-то встреча произойдет в личной жизни. Я не конкретизирую, у кого-то это с тем человеком, которого вы знаете. Все-таки по королю Пентаклей здесь может и семья съезжаться, но это может быть и новая встреча, новый совершенно человек. Но ведь это, знаете, даже новый или что-то хорошо знакомое. Выбор все же идет по аркану влюбленный. Поэтому для кого-то это может быть и выбор с учетом короля Пентаклей в решении финансовых вопросов или по работе. У кого-то это будет вынужденная поездка, а может быть и не одна. Это как в разведку. В разведку, потому что нужно увидеть что-то своими глазами. Нужно понимать дважды, как, может быть, работает закон в одной местности и в другой. Вы будете выбирать, как будто будете сравнивать, на что вы согласитесь, или какое направление, опять же, вы выбираете. Вот такой еще серьезный выбор, мои дорогие, он у вас впереди. 2 карты достала, но в конечном итоге, наверное, это будет означать праздник после победы. Это карта успеха, как дом на ветвях, да? Но, кстати, иногда именно эта карта и говорит о промежуточном, как я сказала, варианте. Едем в одно место, а потом, может быть, рассматриваем что-то еще, какую-то альтернативу. Потому что это может быть как даже временное пристанище. Но, тем не менее, это уже как процесс перемен запущен, потому что нулевой аркан говорит о том, что тут ты уже не вернешься назад. Вполне вероятно, у вашей жизни могут произойти такие изменения, когда вы, допустим, куда-то перемещаетесь, да, или вы оказываетесь, может быть, на время, так вы можете думать, в каком-то новом коллективе, в новой общности, и вы еще где-то в течение лета, возможно, да, а то и начало осени, будете думать, нет, вот это временно. Ну вот, наверное, ничто так не постоянно, как то, что временно. И в этой колоде, мои дорогие, прыжок в неизвестность. Но это того стоит, потому что по 4 жезлов это мы как раз четверка, или назовем это якорь. Это когда в нашей жизни приходит не только победа или заслуженный успех, но и радость, торжество. Какие-то новые, кстати, контакты. Иногда эта карта олицетворяет уже больше планирования жизни. И самое главное – безопасность. Вот так непросто, мои дорогие, совсем непросто, да? Вы движетесь к своему солнцу. Вот так непросто, как в несколько заходов или в несколько подходов решается ваш вопрос. Причем сам вопрос, мне хочется сказать, тот, который вы поставили сегодня, когда открыли это видео. Вы, скорее всего,
измените конфигурация, изменится вопроса, потому что обрастет новостями, событиями. И вы будете понимать уже сами, как что-то будете отсекать, потому что, ну, это раньше имело смысл, а теперь как будто нет. Что ждет впереди? Что вас ждет впереди? В конечном итоге так и хочется сказать карта, на которой изображен мудрец, в чем-то будет поставлена точка. Это будет символизировать выход из лабиринта. Точно так же это может быть вот тот лабиринт, в котором вы сейчас, посмотрите. Вот вы стремитесь сейчас решить какую-то тему, и вы ведь решите. Причем вы можете решить совершенно не так точно. Здесь может быть на вашем пути либо какая-то как жизненная коллизия, может быть и конкретный человек. Здесь может быть та персона, которая вам будет необходима. Не конкретизируем, кто это будет. И не обязательно, что король это будет именно мужчина. По полу карту не рассматриваем. Здесь может быть та персона, которая вам как что-то, ну, может быть, это не то, что совет, а даже в разговоре вы услышите что-то. Или я не исключаю, что в виде совета, да, такое тоже может быть карта харизматичного лидера, который говорит, как нужно делать, или дает вот именно этот дельный совет, но при этом, при всем, действовать придется вам. И это не будет означать, хотя нас это может вдохновлять, но действовать от начала до конца и где-то себя беречь вам, безусловно, придется рассчитывать на самого себя. Но, может быть, какая-то ситуация у вас будет прояснена. И если мы говорим, как решится ваш вопрос, вы будете видеть, что в той позиции, как вы ставили этот вопрос прежде, как будто вы уже сделали все, что могли. Для вас это не имеет значения, потому что нужно идти дальше. И вот она, тройка жезлов. Будет какая-то перезагрузка. И вот смотрите, вот вы сейчас обдумываете какую-то тему свою, проблему. Вы хотите, ну, достичь какого-то знаменателя, да, вот так вот в целом. И как вы видите сейчас решение, оно не будет таким. Оно будет другим. Опять же, тройка жезлов. Говорит о том, что да, к вам в вашу жизнь придут совершенно альтернативные возможности, которые вы сейчас даже не предполагаете. Но они будут в вашей жизни. И вам придется, это правда, посмотрите, девятка жезлов, рыцарь пентаклей, тройка жезлов, как не так, как я планировал, а как-то с другими, может быть, с другими людьми, в других условиях, при других обстоятельствах отстраивать свое будущее. Это то, что ждет впереди. Но вопрос ваш решится. Ну вот давайте мы узнаем, как решится ваш вопрос в конечном итоге. До конца октября достанем несколько карт, которые нам прояснят в конечном номинале или знаменателе, да, как решится ваша проблема, ваш вопрос. Семерка чаш говорит о том, что, с одной стороны, это выбор. Причем выбор, который где-то тоже строится между иллюзиями и между реальностью, да. Будет у вас шанс, это точно. Но как решится ваш вопрос, то есть как будто раньше были надежды, были иллюзии, а здесь вы будете от чего-то отказываться. Вам придется действовать, в очередной раз повторяюсь, принимать, как и самой или самому, какое-то очень важное решение. И по десятке пентаклей, если мы вспомним с вами сигнификацию, там ведь мы говорили, отстраиваем благополучие, правда? И помните, у нас там и день сурка, вот четверка выпадала мечей, выпадал у нас еще и аркан повешенный, а рядом у нас как раз и была шестерка пентаклей, я говорила, помощь высших сил или решение какой-то финансовой истории, или само по себе благополучие. Здесь у нас семья выпадает. Поэтому то, что вы задумали, вы осуществите, мои дорогие, это точно. Но осуществлять вы это будете, ваш вопрос. Все то, что мы с вами разбирали, подводит итог, вот этот триплет, что тут будет то, как вы откажетесь от каких-то иллюзий. Поэтому вполне вероятно, где-то нас планеты астрологически, нас небеса призывают к тому, что ретро-Плутон. Не пытайтесь одним махом решить сейчас все вопросы и проблемы. Тут так обрастет это дело новостями, обстоятельствами, что ты сам как будто изменишь, сконфигурируешь свои планы в какую-то, ну, новую стезю, в новый фарватер. Или от чего-то ты откажешься. Но конечный итог, вот как это солнце, наверное, как будто, посмотрите,
Последние карты у нас какие замечательные вышли. То есть это, по сути дела, к чему вы идете, да? И начинается, ну, тут у нас промежуточно еще какая-то новость будет. Но вот, наверное, начало, это как раз по 8 жезлов, когда и какой-то документ, может быть, вы получаете, или вам нужно будет его оформить. Вот это и есть дорога к солнцу. Но ведь по этой карте это вообще что-то неожиданное. Когда, да, тут мы можем как этот шанс и не заметить, или сказать, да нет, это мне показалось, или это вообще что-то. Знаете, тут ведь многие говорят, да нет у меня возможностей. Тут ведь нет такого, что нет возможностей. Чаще мы их не видим. Вот эти возможности вам нужно увидеть, потому что это прояснение ситуации и дорога как к солнцу, к новому качеству жизни. А далее мы говорим праздник после победы, но неизбежно, да, вот как падающая звезда, это новое какое-то уже направление или те перемены, которые происходят и вокруг вас, но они вас заставляют тоже меняться. Как решится ваш вопрос до конца октября? То есть, если это финансы, то есть, если это вопросы, например, дома, то здесь они будут решены. Но опять же, посмотрите, 2 карты мечевые. Для кого-то из вас придется, может быть, пойти, правда, если не на примирение, то рассматривать те варианты, которые вы сегодня вообще отказываетесь. Или говорите, да нет, я точно никогда не буду таким заниматься. Никогда не говори никогда. Вполне вероятно, будут те люди, с которыми вам, ну, для ваших интересов, для вашего благополучия, может быть, будет необходимо даже примирение или сглаживание острых углов конфликта. Поэтому может быть отказ, когда отказ от собственных иллюзий и пойду договариваться. Вот, кстати, мои дорогие, будьте внимательны, как решится ваш вопрос. Нам ведь тут тоже сказали, ровно так, как ты представляешь, так не решится. Это тупик, это как башня. Ну точно, больше карту я не достаю. И снова нам говорят колесо фортуны. Это какой-то непрерывный цикл. Знаете, когда мы, вот если мы рассматриваем этот альтернативный вариант, когда мы учимся жить в этих неопределенностях, когда мы не ждем того, что ну вот завтра все вопросы, вот они как по мановению волшебной палочки решатся, когда мы себе наоборот ставим такую задачу. Хорошо, мне сейчас тяжело, мне сейчас сложно. А что я буду делать завтра, если будет еще хуже? Может быть, кому-то шокирующим этот вопрос покажется, мои дорогие, но именно так. Сложный расклад, а тем не менее, у вас самые такие карты выпали знаковые. Карта Солнца и колесо фортуны. Вот колесо фортуны и ваше благополучие зависит от том, как мы учимся жить в тысяче неопределенностей. Или как мы учимся воспользоваться тем шансом, который есть сегодня в наших руках. И как мы учимся воспринимать самих себя через подсказки, может быть, интуиция, доверять себе, ценить себя. Мы учимся. Мне хочется достать карту на колоде оракула, именно оракула ангелов. И сейчас я достану карты, и мы с вами зададим этот вопрос. Пусть нам подскажет оракул. То, что решится вопрос, это да. Но пусть нам оракул даст совет. Как быть? Как действовать дальше? Ну или к чему приготовиться, может быть? Какие действия от вас потребуются? Ну, а может быть и бездействия. Итак, какой совет нам даст карта оракула? Вот хотите верьте, а хотите нет. Я только что говорила, что, возможно, вам придется договариваться с теми людьми, с которыми даже либо есть конфликт, либо, может быть, есть, ну, какое-то недопонимание. Возможно, это те люди, с которыми вы когда-то имели контакт, но потом по тем или иным причинам, ну, он у вас расстроился. Или какая-то прежняя, может быть, тема, она у вас все равно всплывает для того, чтобы, ну, вам это каким-то образом помогает, мои дорогие. Хотя это как доступные люди. По этой карте могут проходить люди,
персоны диспонибили, это те, которые больше знают, лучше знают. Я тоже об этом говорила. То есть вот у нас с вами говорила, когда выпадала, точнее, карта король жезлов, и я говорила, здесь может быть человек, который дельным советом может помочь. Поэтому тут явно есть какие-то люди в вашей судьбе. По крайней мере, карта призывает, буквально оракул, заострить на этом внимание, которые вам именно полезны могут быть. Может быть полезны потому, вот посмотрите, зависит от тебя. Вот буквально такое сдает значение. Да. То есть вот если ты будешь рассматривать вот этот вариант, тогда тебе повезет. Может быть и так. Но везение это такое, да, что-то вибрирующее. Но зависит от тебя, как твоя вера, все-таки это оракул ангелов. Вот если ты веришь, что ты сможешь это осуществить, у тебя, безусловно, это получится. Если ты будешь готов к компромиссу, безусловно, да, это уже предполагается, что мы с кем-то, должны договориться. Давайте еще одну карту достанем. У тебя сейчас как будто самый благоприятный, наилучший момент. Вот именно прямо сейчас. Вы не случайно открыли это видео. Может быть, прокрутите еще раз назад, потому что, сложным был наш расклад, неоднозначный. Он состоит, потому что из нескольких подпунктов, потому что одна новость, вторая новость. Вот какие карты следуют за той, которая как ключевые моменты, да, я тут говорила. Или когда карты нам показывают какой-то выбор. Но, мои дорогие, все ангелы говорят, принимай решение, рассматривай альтернативные варианты. Не бойся корректировать, не бойся поступать так, как ты прежде, может быть, не поступала. Потому что да, тут два раза да, или зависит это от тебя, но первой этой картой. Вы как будто, хоть вы, может быть, и воин в душе, мои дорогие, но, видимо, вам нужны некоторые люди или нужны знающие люди, а может быть и те люди, на которых вы и можете положиться, хотя нам в картах, в нашем раскладе ни одна карта об этом не сказала. Но пусть вы предполагается ваше взаимодействие, как вы согласитесь на какое-то взаимодействие короткое, может быть, да, с определенным человеком. Но в этом, даже пусть в коротком взаимодействии, тут не то, что мы буквально фундамент какой-то цементируем, а мы пользуемся случаем. Мы пользуемся тем, что мы имеем в наших руках. И где-то через дипломатию, через договоренности у вас и получается что-то осуществить. Перекладывайте на себя, а я искренне надеюсь, что наш расклад будет вам полезен. И хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.